Сергей Викторович, как бы вы прокомментировали итоги Мюнхенской конференции по безопасности? Чем вызваны звучавшие в ходе конференции историчные заявления западных лидеров о необходимости участия стран Евросоюза в переговорах по Украине? И у нас еще один вопрос к вам. Европейский парламент в проекте доклада по Сербии высказывается против открытия телеканала «Арти Балкан». Что это говорит вам об отношении Европейского парламента к Сербии и в более широком смысле о европейских ценностях? И господин Джуричу... Может быть, я сначала отвечу, а потом вы зададите конечно, вопрос. Конечно. Что касается итогов Мюнхенской конференции, могу сказать следующее. Каждый должен отвечать за свои поступки. И когда кто-то долгие годы творит беззаконие, нарушает свои собственные продекларированные когда-то правила равноправия, честной конкуренции, презумпции невиновности, неприкосновенности собственности, свободы выражения мнений, обеспечения свободы доступа к информации, когда все это растаптывается без зазрения совести, когда грабится чужое в нарушении всех норм международного права, когда поощряется нацистский режим, и когда такой нацистский режим накачивается вооружениями для того, чтобы убивать своих собственных граждан, и это все делается в расчете на то, что как-нибудь проскочим и отсидимся под ядерным зонтиком, так уже не будет. И за свои деяния надо отвечать. Это еще в Библии сказано. Что касается участия стран, их желания участвовать в переговорном процессе по Украине, вы знаете, их желание уже было неоднократно удовлетворено. В феврале 2014 года Евросоюз, включая Францию, Германию, подписали торжественно соглашение между тогдашним президентом Украины Януковичем и вооруженной оппозицией. Гарантировали, что это соглашение будет выполнено. Оно предусматривало переходное правительство национального единства и досрочные выборы. Всего-то навсего. Потерпеть надо было 5 или 6 месяцев. А на утро оппозиция растоптала это соглашение. Мы стали обращаться к гарантам этой договоренности, к европейским нашим соседям, Германию, Францию. Они нам так стыдливо сказали: вы знаете, что произошло, то произошло. Иногда демократия в своем развитии приобретает причудливые формы. Так что вот это был их первый шанс. Второй шанс, конечно же, это Минские договоренности, когда потратили лидеры России, Франции, Германии, Украины 17 с лишним часов на то, чтобы выверить каждую запятую в документе об урегулировании украинской ситуации путем предоставления особого статуса части Донбасса в составе единого украинского государства. Резолюция Совета Безопасности ООН единогласно этот план одобрила. С первых же дней украинская сторона стала его нарушать. Вместо перемирия и отвода войск постоянные бомбежки Донбасса, вместо восстановления экономической целостности украинской территории блокада, водная блокада Крыма и многое другое. И вот впоследствии, когда госпожа Меркель, господин Олланд уже ушли на покой и стали общаться с журналистами, они откровенно признались и не раз, что и не собирались совершенно ничего выполнять из того, к чему они руку приложили. А им нужно было время, чтобы вооружить Украину.
Так что вот это были их шансы. Сейчас на той же Мюнхенской конференции прозвучали призывы, в частности, да, это президент Финляндии, близкий наш сосед, некогда нейтральное государство, которое всячески выступало за все хорошее против всего плохого. Вот Александр Стуб, президент Финляндии, сказал, что нужно заключать прежде всего перемирие и использовать его, чтобы укрепить Украину в военном отношении. То есть философия-то у европейцев никуда не делась, поэтому я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по обычаю, по своему нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать? Да, ну то, что Европейский парламент высказывается против открытия телеканала RT Балкан, ну, во-первых, канал уже открыт. Мы признательны за содействие, которое соответствующие службы и руководство Сербии оказали в решении всех необходимых для этого вопросов. Ну а во-вторых, если ссылается Европейский парламент на то, что работа этого канала будет противоречить европейским ценностям, то, наверное, опять же, ответы на то, что же такое сегодня из себя представляют европейские ценности, можно найти в протоколах Мюнхенской конференции, в частности, в выступлении вице-президента США Ди Джей Венса.